Это видео посвящено легенде Дауту, которому недавно исполнилось 40 лет, но он все так же продолжает нас радовать своими выступлениями. Это настоящий батя Аока, и давайте посмотрим, что он творил, когда был молодым. Вернемся в прошлое и насладимся легендой о Дауте и чуде. Ребята, предлагаю вам экспериментальный формат просмотра видео. Мы залезем в прошлое, в 2018 год, начало 2018 года, и будем смотреть реплей, их записи, да, которые уже другие показывали. Например, именно эту запись Татах показывал. Старая игра до 2019 года, до DE-версии. То есть эта версия была на Вубле, и это легендарная игра в Masters of Arena 5, турнир только на арене, где в первом раунде квалификации встретились всем известный Даут, тогда он был Tyrant Даут, против немецкого игрока Ского, который уже не играет в эпоху, но тогда считался солидным аренщиком, но не слишком сильным, честно говоря. Поэтому Даут тут явный фаворит, первый раунд квалификации. Давайте потихонечку смотреть, я буду озвучивать, смотреть, звуков не будет, потому что иначе будет очень непривычно, звуков игры не будет, но попытаюсь не молчать, как говорится, да. Погнали смотреть. Первая игра, их противостояние, мы тут видим просто, что Даут у нас синий, Таррент, темная эпоха, все стандартно, насколько я помню, так, у них там рейтинг указывается, 1600, ну это классический типа рейтинг турнирный. Он всегда 1600, тут проматывается немножко игра, лесопилочка, все дела. Какой-то ранний лум от Даута, не знаю, зачем в темной эпохе он сделал лум. Ладно, здесь решает Татах, кто смотрит эту игру, промотать немножечко. И кабанчики падают. Блин, по-моему, вообще пока вот это все происходит. Обзор не очень большой, но ничего страшного. Даут пока в разведку не ходил. В общем, игралось это действительно на Вубли платформе, которая на самом деле до сих пор жива, мало там играют, она не сильно обновляется. И, я думал, это уже... нарез ставит Даут шахту. Ну нет, это вторая лесопилка. Раньше чаще играли в две лесопилки, не так темпово. В общем, смотрим, видите, такая ферма, какие-то странные домики. 2018 год. То есть, ну, интересно, 7 лет назад, даже 7 лет с половиной назад. Чем же примечателен этот матч? Почему мы посмотрим именно его? Ну, пока без спойлеров, как бы, да, но нас ждет некоторый момент. Кстати, обязательно ставьте лайки, пишите в комментах, если кто реально помнит эту игру, застал ее. То есть, такие игры, они запоминаются просто навсегда, просто на десятилетие. На самом деле, то есть, ее не забыть, как бы, если ты ее уже видел. Так что... решил начать с нее. Итак, Даут у нас, да, давайте по интерфейсу немножко тут пройдемся сверху. Ресурсы, популяция, скорость, да. Таррент Даут переходит в Феодал. 25-й переход. У Скога же 27-й переход, но там у Даута 25-й с лумом, да. Зачем он сделал лум? Лум почему его обычно не делают? О, золото в тылах, видите? Раньше такое было. Золото заперло ворота Даута. Даут ворота. Ок, понял. Даут синий, снизу. Так. А здесь два нейтральных золота. Раньше баланса не было никакого. Золото, два нейтральных, которые должны быть между игроками, как бы, да, а не у Скога. Ну, как бы баланс. Так, что у нас по нациям? У нас франки на берберов. Тогда уже берберы были, да. Тогда уже берберы были. Да, вот переход в замковую эпоху, камень у него. Ягоды снаружи там были, лол, прикол. И он с лумом. Зачем ему лум? Может, он пойдет касл дропить за франка, он выходит на камушек. Тут что-то, проверка камня идет тоже. Оба игрока на камушке. Берберы, я помню, они были популярны и довольно сильны вот в те времена до DE-шной версии, да, что очень много игроков играло именно... Вау, парень, полегче, Даут. Именно через верблюжьего лучника, да. Тут 3 золота, и Татах указывает, что там замок смотрелся очень даже неплохо. Кто-то онлайн, окей. Что еще? Так, видите, он удалил, гоняет скаута, так, ставит осадку, пытается проверить, видит ли это Скога, я так понимаю. Не знаю. Скога замечает эту осадку. Здесь ставится в ответная осадочка. Релики такие беленькие, красивенькие, классно. Осадка монастырь. Интересно. То есть идет подготовка к пушу. 54 хп на французском скауте. Здесь все дела. Таунвотч от Скога идет. Слушайте, вот эти нейтральные ягоды. Так, частокольчик, чтобы кресты не тупили и шли ровно туда. Тык-тык-тык. И идет замок какой-то. Странный замок от Даута, но зато надежный, как будто бы.
как будто бы надежным. Да, на самом деле грамотный замок, чтобы его не отменило катапульта изнутри. Ой-ой-ой, тут сколько успевает еще до лума убежать из заволенного золота. Лири онлайн. Прикол. Лири. Ладно. Демофтык у Даута, но он умудряется убить скаута, скаут внутри. И теперь он начинает атаковать Манганель. И Даут решает спасти скаута и не добить Манганель, но все равно неплохо. Также он поставил свой замок и забирает, ну, не до конца 3 золота забрал, честно говоря. Ну, вот так, с претензией. Домики в центре карты и погнали. Так, смотрим на ресурсы. В принципе, у Даута ничего нету. Что там у нас? Билл, видите, пишет 36-32. В пользу Скога плюс 4, плюс 5 крестов уже. Айдла 3 у него. Там потом милитари, сколько армии. Ну, одна Манганель всего лишь, и все так. Вышел на бэковое золото, не видит еще одного золота. Указывает на это татах, интересно. Релики, кстати, у Даута уже один релик. То есть классический мап-контроль через замок. Там сбор реликов также идет. Но что дальше? Что дальше? У Франский замок на тот момент был очень дешевый. Как бы и тут идет замок, лол. Ух ты, Даут его мог чуть ли не отменить, сразу стрелять в крестьян, благо там есть, еще стрелять, вторая Манганель подходит, тут будет очень тяжело, Скога, ему нужны свои Манганели, к сожалению, заказа юнитов здесь не видно, и начинается микрушник, Даут пытается угадать, куда будет выстрел, и его перемикривает Скога, отправляется катапульта, и 2-1, остается скаут, но это слабо, новых катапульт нету, и, по-моему, Скога завершает касл-дроп, у него 3 ратуши, насколько мы видим, да, но, возможно, Даут планирует фастэмпы, да, походу указывает на это татах, потому что ресурсы копятся, 500-500 там примерно, да, если бы он еще жрал вот эти ягоды, но не форвардные, прям под манганелями, да, ну, ягоды за Франка жрать очень-очень приятно. Тогда точно бонус на ягоды у Франка уже был давным-давно. Так, просто бумит Скога в 3 ТЦ, и, короче, у него есть замок, а Дауту, да, уже как бы... Хотя у Даута 450 камня, вот момент. И он добавляет фермы, то есть претензия на фастымп. Фастымп за Франка с 2 замками. Да, и второй замок сюда же идет просто на отбитие золота. Прикол в том, что Даут думает, что он отбил все 3 золота врага, но не 2 нейтральных внутри. И с ними придется иметь дело. Так, тут подходит монах, неплохая контра верболучника, пока их мало, в принципе. Ну, понятное дело, да. В принципе, монах неплохая контра, довольно всему, чего мало. 5 реликов у Даута и 40 крестьян, а у Скога уже 56. Но Даут прокачивает Таунвотч, и он уже готов нажимать, он покупает еще 100 еды, это отображается в оверлее. Оба делают первую стрелу, прикольно раньше апгрейды показывала, и фаст имперская эпоха. Слушайте, ну, да, 27-26 это не супер фаст импы, но относительно врага это довольно неплохо. Видим, что счет ниже на 400 у Даута, то есть тоже можно заметить. Так, ну что, верболучники побежали в рейд, попытаются, можно так-то было и с петардами. Даут реагирует, но поздно, верболуки очень быстрый маневрный юнит, четко тут все. Блин, как же, кстати, смотрится прикольная версия вот этого, да, на бубле. Неплохо. Ну, так, конечно, типа кринжово, но все так, типа, относительно четко, на самом деле. Замок плюс осадка очень вероятно скоро убьют осадочку у Скога. Так, ну что у нас здесь? Что делать Берберу? Вообще-то у него есть опция... Ага, он даже масит тараны, но у него дешевые... Есть кавалерия так-то, да, но он пока ее не делает. Пока бумит и делает вторую стрелу с верболучниками. Так, ну что, тут 3 тарана, какой-то петард делается. Петард, это чтобы зайти на даут экономику, что ли? Тараны вывалились, и что? Он пошел 3 таранами? Зачем? Это же бред, там же слишком легко развалить. Ой-ой-ой, ну вы видели сами. Ошибка, 3 тарана просто слилась. Ладно, это в конце концов начало 2018 года, почти даже 2017. Вот такие времена. Так, монахушки. Кстати, у монаха Франка есть здоровье, можно его прокачивать, но пока этого не делается. Первый брак от Бербера. И смотрите, он тоже через удаление стен высылает сники 2 петарды и хочет зарейдить экономику фастимпера, на которой, конечно же, ничего нету. Второй ратуши там вроде как нету, интересно. Меня улыбает это золото, которое перекрывает ворота, да, вот. Натуральная защита. Так, ну, домики. Хорошо. Мы сейчас видим ресурсы, например, Скога. У него там все есть, но ничего толком. Да, вот убегает крестами. Блин, фермеры. Вот эти все верболуки очень смертоносный юнит, на самом деле. Смотрите, чик-чик-чик, как все четенько. Никаких затупов. Все бах-бах-бах. Блин, вот это да. И Onager Upgrade. Апает Анагар Даут. Это дорого, это 1300 ресурсов. Наружу выходит Скога, грамотно, не зажимается. Хотя тылы там большие даже золотом, но все равно лучше выйти наружу, пока тебя там не контролят выходы. Апает Анагар, это интересно. Трибушеты, а если топористы? Парочку, чисто прикрыть, что-то сделать, каких-то билов отогнать, если они что-то там быканут. И Даут ливает. Помним, что всю игру у Даута
5 реликвий и 2 замка. Тут даже видно, сколько замков. 2-0. Потому что уже замок Бербера упал. Но Бербера делает и кольцо, и седло. И интересно. И верблюжьи лучники. Так, анагры подъезжают. Здесь 4 анагра. И запирает даут внутри. 4 анагра плюс верболуки. Вот это прикол. А тут не выбраться. Ой-ой-ой-ой. Сыпется сколько. Просто абсолютно у него все валится. Он не может напасть. Он не готов. У него просто проблемы с домов. Где он делает домики, тоже, конечно, ошибка. Верболуки немножко разбежались, но в целом сливаются. Скога начинает апать легкую кавалерию. Хоть что-то. Так, реликвия находится здесь. Всего лишь один монастырь, как будто бы. Убегают крестьяне. Много ферм. Здесь один верболучник как будто бы только остался. Или, кажется, там в углу еще кто-то есть. Вот это небольшая халява. Так, выбегает первый ЛК сразу на монахов. В принципе, грамотно. Потом на нагр. Хочется, конечно... Ой, 2 верболука есть у Даута. Это круто. Он лидирует по счету. У него все неплохо. Его экономика убежала непонятно совсем куда. Трибушеты так смешно, как домики раскладываются. Подходит Анагр. Так, тут же как раз топорист против крестов. Анагр стреляет в ферму. Это важно, но не сейчас. И требы немножко быканули. О, лол, там слева кресты заваливаются на золоте. Прикол. То есть золото нужно. Husbandry, скорость Бербера повышается. Кстати, по крестам 77 на 36, то есть Даут, в принципе, крестов особо не делает. Так, слева кресты там на золоте сдохли, видимо, да. На 40 крестьян меньше у Даута. То есть и складывается довольно интересная ситуация, да. Фулл замковая эпоха против Фастимпера. Ничего не понятно, продакшн сносится, сколько продолжает делать здания под трибушетами практически. У Даута уже скопилась вот эта вот монашеская какая-то сброд из топористов, ЛК, верболуков, всего. Но заметим, что Скога пытается активно рейдить и находить халявных крестьян, делать еще петарды. То есть он сделал дополнительный замок, это очень интересно. Даже баллистику прокачивает, и верболуками же сам рейдит. То есть прикольный замок, и здесь открывает как бы второй фронт к Скогу здесь. Ой, какой замок вместо ратуши. И интересно, да. Офигеть. Все разваливается. Сколько нет камня. Он пытается заволиться просто там свой участок. Верболучники все копятся, копятся. Вторая тачка для Бербера, приятно. Да, вот качать золото. А нагры, они же могут вырубить лес, боже мой. Стоп, 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 стоп. Может или не может? Может, может. Это уже те времена, когда обычный нагр мог рубить лес. Просто раньше, не помню какой год, может какой 16-й, 15-й, только осадный нагр до этого времени мог рубить лес. И он был далеко не у всех. Далеко не у всех. И, например, викинг там не мог рубить лес. И что происходит дальше? Сколько закрывается дальше, но мы понимаем, что топористы могут вырубить абсолютно все. Здесь много крестьян, пытаться даут понять сколько. 55 на 41. Стремительно у Скога теряет крестов, но врывается на даут экономику, которая здесь все-таки еще есть. Еще лишний петарди даже есть. 10 крестьян разницы, то есть даут достраивает в принципе крестьян. По милитарю плюс-минус одинаково. Смешно требо выглядит, конечно, но не разворачиваются. Подбегают топористы. Топористы очень хороший юнит для обороны. Но здесь Анагр блочит проход. И, соответственно, топористы что-то тупят. Да, вот топористы какие-то получаются. И минус парочка требов, что максимально неприятно. Здесь кресты могут справиться, наверное, с таранами. Я думаю, не могут вкупе с ратушей себя тут защитить. Неаккуратно играет Скога, что происходит. Но бежит верболучниками здесь. Остались Анагры. Он начинает мигрить. Смотрите, как приятно микрить верболуками здесь, да, очень приятно, да, вот не может угадать, куда настрелять. И Скогу здесь, смотрите, уворачивается, изворачивается и пытается выщелкать топористов. Блин, это интересно, смотрите, он не подставляется абсолютно, вот небольшая пачка верболуков, ее, блин, классно, красавчик, топористы куда-то уходят, они такие, все, ливаем отсюда, нас перемикрили, уходим. Здесь Даут спасает ратушу. Крестьян вообще 48 на 34, их стремительно падает у всех игроков, потому что там в тылах у Скога уже тоже... Дау тут заваливается, убивает верболуками, Крис... Убивает или не убивает? Там же кольцо с седлом, это же жестко, жесткий верболук, он же там всех убьет или нет? Господи, тут еще рейд. Стоп, Дауту 30 крестьян осталось. У Даута 30 крестьян. Обратите внимание на ресурсы Даута, все есть, кроме еды, что бы это могло значить, мы не совсем понимаем. Так, топористы атакуют. Топористы атакуют, что происходит с Даутом, что он делает, почему вся его экономика... Все кресты на базе Скога. Почему у него 1000 леса, 1000 золота и 1000 камня? Кажется, почему так? Да, он думает и думает, что делать. Что происходит? Что происходит? Подождите, я не успел прочекать. О боже. Давайте немножко назад. Потому что это важно. Что сейчас чекнет Татах?
Какая победа стоит? Можно ли победить по чуду? Так, крестьяне двигаются. И смотрим. Conquest Game. Conquest? Нельзя, это завоевание. В режиме завоевания обычном, стандартном, который на турнире в те времена тоже использовался, да? Нестандартный. Ну, точнее, как раз он завоевание, а не стандартный. Стандартный — это когда ты можешь победить по чуду и реликам. А релики, кстати, уже давно захватил. Ну, конечно, это он же давно релики захватил. Че я туплю? Да, конечно, просто дабл-чекнул тут еще татах и ставится чудо даутом. В турнирном матче даут строит чудо, которое... Не знаю, зачем он ставит. Причем, жесть, 33 на 35 крестов. Сколько классно рейдит базу или остатки базы. Здесь подлавливают крестов, они убегают за Бербера супер быстрые. Еще Манганелли, кстати, Манганелли что-то могут. Даут строит чудо. Он потратил 3000 ресурсов на строительство чуда, которое ничего не даст. Или даст, или он думает, что даст. Да, вот экономика ратуша почти мертвая. Манганелли, кстати, могут даже справиться с анаграми, допустим, сделать 4 против 2, и все в порядке. Можно попытаться. 2 креста строить чудо, почему так? Потому что у Даута мало крестов. Даут кресты убегают. Ладно, окей. Тут еще экономика все еще выжила у Скога. У Скога, типа, дешевая легкая кавалерия. Еще можно делать вербулука. В принципе, он может делать... Он максимально по карте окружает, да, здесь все это. Кресты убегают, но их там жестко... Ой, они там слайдятся через стены. Это кринж уже. Баги в те времена тоже были. Ладно, нормально. Здесь анагры размикриваются потихонечку. Так, тут нам нормально татах не показывает. Обмен базами классические. Он удаляет чудо, ты ладно, пофиг. О май гад. Он такой, не, ладно, это не смешно. Я, кажется, не выигрываю. Кажется, все сложно. 21 крест на 38, но 5 релька. 5 релька все еще работает. Но монастырь, кстати, можно убить, он не защищен замками на самом деле. Он отменил чудо. Не поверил. Не будет дау чудо. Но это смешно, что он попытался его сделать. В тылах у Даута тоже есть там золото. Короче, вот раньше было больше таких игр, которые реально ребята рашили, реально ребята фастымпили. Играли жестко. Обменивались базами. И не по одному разу. За одну игру. Ладно, милитари 25 на 11. У Даута, типа, прикольная комбинация. Топористы и этот Капихок, которая с 3 дальности, она охраняет анагры, в принципе. Но можно верболуки, тот юнит, который может, и даже анагры развалить, хотя тут не очень удачно. Сколько микрит, непонятно, еще -2. Это что, кстати, ставится? Этот замок ставится Даута, полуфорвардный, по своим крестам бьет Даут, что происходит? Минус верболуки, достраивается замок, Даут, замок достроен. 12 крестьян осталось, Даут, что с тобой? Даут! Может, ты хочешь чудо построить? Он уже не хочет чудо построить. Даут Касл! Сори, Капсом, уже тогда был мем. Видели? Он написал. Даут пишет, спасибо. 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 И зато он может... То есть для чего делался этот замок? Чтобы тут быть ближе к золоту. How many wheels you have left? Сколько спрашивает? Как много вилов у тебя осталось? Ты фастымпер с одним ТЦ. Даут 200. 200 вилов. Хорош, чел. Хорош. Видите, что татах показывает? Выруби анаграм туда проход. Снеси эту ратшу и дальше еще выруби проход. Хорошо, неплохо. Сколько переходит он будет, что как? У него вот эта берберовская бегающая экономика 56 крестьян. Да, в таких хаотичных играх Бербер это топ вообще. Бербер, Кхмер с фермами перестраивающимся везде, да? Бербер топ. И он идет в МП, да как? Ты угораешь. Даут, у тебя 10 кристалльных 200, ты перепутал, Даут. Хорош, чел. Хорош просто. Да, он живет в центре. Вот тоже классический пример хорошей арены. Когда один чувак в центре, а другой вокруг. Тоже хорошая арена, значит. Но он не может его выбить с центра. О май гад. Это что? Сколько? Сколько отволивается на базе Даута. Он отменяет другие заволы какие-то кривые. Но там есть анагры. Но им пофиг. У Скога есть ресурсы еще почти на импы. То есть у него действительно хорошая экономика. Ну реально. Еще замок от Даута. У него все еще 5 реликов. Это большое преимущество. Пассивное. Ой-ой, ну топористы, видите, они важны здесь. Без топористов здесь было бы очень легко попытаться размикрить все анагры, но топористы не дают стенка просто, я не понимаю, реально. Я даже не помню эту игру настолько, что вот тут, что Скога здесь заволивался, я этого не помню. Да я помню, что игра просто максимально эпичная. Причем я даже хотел вам сделать именно... Я не нашел реплей нигде. Вообще нигде реплея именно этого нету. Если бы я нашел реплей, я бы сам ее вам показал, скорее всего. У меня бы получилось. Ну, пришлось только так показать. Разбросали там Скога армию, Скога, но он апает кавалера и... Это же первая броня всего лишь. Да, первую броню.
Ясно, у него с лесом проблемы. 5 реликов все еще являются, ну, можно сказать, вин-кондишном. 10 крестьян на 40... Даут не делает крестьян. Даут ничего не делает. У него 5 замков, 5 реликов, 0 чуда и 20 армий. То есть он упоролся. Это вот Masters of Arena 5. Даут купил 200 леса. Что Даут пытаются? Бумить? Даут просто, типа, он темпует, он пытается тут все убить. Он находит здесь. Ну да, 4 награды довольно быстро сносят и стенку, да, стенка была не апнутая. Господи. Так. Как там в телах оказался Табрис, это вообще вопрос. Ну там уже замок появляется. Прикольно, сколько здесь перестраивается везде. Смотрите, халявит просто жесть. Просто угонится ли Даут своей маленькой немобильной армией за бегающим Скога, который не может законтролить. Хотя, блин, здесь один неправильный мув Даута, и анагры будут потеряны. Ой. То есть, да, задумайтесь, Даут ходит сейчас по своим тылам, по стемповой армии, да, и, ну, убивает врага, пытается. Хороший, кстати, страйк по кавалерам, но я уже не уверен, что топористы... О, видите? Топористы слабенький юнит. 7 урона всего лишь без апов абсолютно. Слабенький юнит. 23 популяции против 56. Что происходит? Что происходит? Но здесь, смотрите... Треп успел убить. Жаль, нельзя назад отмотать. Треп успел убить ратушу. Хорошо, но Треп тоже убили. Треп тоже убили. Перестраивать лесопилку, понял. Понял. Тут айдлы, тут кресты. Кресты убегают берберские. Топористы никогда за ними не угонятся. Нет, серьезно, 7 урона, а здесь 4 брони. 4 брони уже у берберских супер дешевых кавалеров. Надо в монахов играть. У тебя капает золото, надо монахами играть. Монахи это все. Все равно. Монахи и апает, смотрите. Игра уже длится час. Час, 1 минута 44 сенсити. Плюс 15 хп на французских монахов. Прикольно. Здесь, да, вот смотрите, знает про этот замок, и он хочет заволить там товарища Скога и затребить, вероятно. Я думаю, он постоянно пытается делать треп. Здесь мы, правда, этого не видим, но ничего, Даут покупает лес, потому что у него, мне кажется, у него же 10 крестьян. 10 крестьян на золоте, все. И 5 реликов. А это все, что есть у Даута, и армия текущая. Ему нужно делать монахов, он их делает и требует. Он просто покупает лес, катится треп. Минус рынок, прикольно. 60 на 26, кто выиграет, мы не знаем. Кто же выиграет? Новые конюшни. Скога слева и справа. Даут выбирает добивать врага. Так, кавалеры. Кавалеры делаются. Тут выходит трибушет, еще есть верболуки, но их совсем мало. Дауту не нравятся эти фермы. Так, кавалеры типа соединяются, но их немного. Монахов, так, нормально. Нормально. То есть у Скога такие разные ресурсы, в принципе, есть. Посмотреть бы ресурсы Даута, честно говоря. Че у него там? Наверное, показывали, но нет. Ну, Скога выжидает, смотрите. И... Ну, то есть, у Скога нет анагров. Он не может вырубиться, если сам захочет это сделать. Но есть проблема в том, что у него уже больше трибушетов, чем у товарища Даута, который все еще лидирует по счету. Надо было что-то строить. И требы такие, ладно, здесь замок с требами, идем пушить левую часть. Даут уходит на левую часть, апать теократию. О, господи. По-моему, сейчас уже никто это не апает. Ну, чтобы типа не надо было раскликивать монахов по одному. Можно всеми приказать одного бить, и теряет ману только один монах. Только один монах. Что ж ты, Даут? Так, но монахи, ребята. И с хп, и с дальностью у Франка монахи, будь здоров. Вообще офигенные. Чисто редемпшена нету, но коней издалека конвертит, то, что надо. Легкую кавалерия, да, нужна. Так, оп, минус 2. Еще сверху легкие кавалеристы. Смотрите, как Скога принимает бои, да? 2018 год. Еще подрезать нескольких монахов. Еще. И даже почти еще одного. И теперь кавалеры. Четко, да? А теперь кавалеры. Там еще пара монахов, но... Да, кстати, пара кавалеров конвертится. Ой, но приходится Дауту отступать, и требует терять, скорее всего, боже ты мой. Тут, конечно, монах конвертит одного креста. Да, вот один с крестов, вот этот кабэк. Он вырубил лес, и теперь он может сам пройти туда. Замки 1-5. Даут убил 200 юнитов, потерял 100. Здесь верболуки даже не дают. Что делать Дауту-то? У него ничего нет. О, господи, видите, что Скога делает? Он под замком строит стенку. Это уровень.
Это действительно уровень. Я вспоминаю этого игрока как игрок типа вот 200, 2200, что-то типа такого. Ну и если на наш калибр. Ну и тогда он на вубле там примерно такие же были рейтинги, я думаю, плюс-минус. Conscription еще от Бербера, то есть его кавалерия будет делаться еще и быстрее на 33%. И здесь монахи тоже как будто не идеально расконтроливают, не сразу. Как же Бербер прячется по всей карте, смотрите, максимально перестраивается. И уже у Даута проблемы. Так, требы выкатываются, чтобы, да, убивать первый замок. Смотрим. Наконец-то... Опа, интересно. Много кавалеров, штук 5 сконвертил Даут. Даже больше, ребят, там штук, может, все монахи сконвертили даже. Немало кавалеров, там было еще парочка. Слушайте, теперь Берберу надо делать этих верблюдов, чтобы контрить своих кавалеров. Много наконвертил, согласитесь, монахи в франке хорошие. Да, ну сколько, кстати, да, там проблемы. У него, подождите, у сколько проблем по золоту, либо нет? Где он его качает? Сейчас будет качать. Я думаю, найдет где-то. Сколько вырывается вперед по очкам? 8800. Но все еще близко. Требы пока тупят. Верболуки здесь могут их охранять. Да, вот впереди по очкам. Ну-ка. И он забирает толка. Так. Ну, Дауту нужно скопить кулак. По крестам уже 13.52. То есть Даут... Он конвертит где-то вилов, да? Он наконвертил где-то снизу у себя на баде, походу. Но армии уже больше у Бербера. Да. Замков 4 осталось у Даута. Дешевые французские замки начинают падать. Но кавалеры бегут. И нормально ли сколько охраняет их? Давайте смотреть. Подходит. Немножко криво. Ну так-то можно его... Но замок потерян. 3 замка осталось. И... Даут убивает. Убивает этот реп. Но много монахов теряет. Очень много монахов теряет, господи. Вы видели эту иконку на монахов? Блин, какая же она классная. Какая же она классная. Куда ее забрали? Вот эта белая иконочка. Она просто... Вело олдскулы. Выходит на золото. Он тут и нагры подъезжают. Что происходит? Даут. 30 лимит. Пожалуйста. Сколько продает лес или что? Все крестьяне слиты, окей. 2 стрелы у Даута есть. Он шарит, что надо апать стрелы на замке. Чуваки уходят, куда-то перегруппировываются. Даут лидирует по счету. Сколько не может. Но у него много кавалеров копится, ребята. Много дешевейших кавалеров он выторговывает. Он постоянно продает. И замешивается дешевой еще легкой кавалерией. Ему хватает еще, он сейчас продавал на 3-ю стрелу, у него 0 ресурсов. Это идеально. Его лимит приближается к 100. Проблема Дауда в том, что он не может выйти из-под двоих замков. Его сразу же убьют. Но он понимает, что ему нужно. Если он не выйдет, у него просто 5 реликов, и это недостаточно. Да. Он таки не поставил ратушу. Он делает еще один монастырь. Третий монастырь. Он делает скорость на монахов. Он пытается что-то рейдить там. Ну, кстати, Скога как будто бы тоже крестов толком не делает. Сейчас он как бы фокусируется на том, что нужно сделать армию уже. То есть сейчас типа важно. Дауту хватает на еще один замок. Интересно, вот ресурсы Даута, кстати, да? Ничего особо нет, можно треб делать. Так, он отменяет тут замок, потому что, видите, он прочекал, что там требы, и такой, опасно, надо чуть подальше, хорошо, другой замок ставит. Так. Тут в конце концов еще и камушек можно будет подобывать на еще замки. Illumination, чтобы монахи быстрее восстанавливали ману почти в 2 раза. Наверное, на тот момент. Ну, это интересно. Ой-ой, как же он чинит требы. Он понимает, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая там пачка бежит. Ой-ой-ой, ЛК. Замок еще не готов. Замок строится 3 крестами, потому что их мало, и остальные чинят требуют забегания кавалерии. Куча кавалерии, надо куда-то награми стрелять. Может быть, верболуки еще подбегают. Требы и Даут замок или нет? Даут легенда, конечно. Он еще тогда заканчивал все эти игры Даут замками. Ну что, настоящий Даут замок это когда все кресты идут достраивать замок. Но крестов осталось 7. Пара монахов, еще тут 1 крестьянка, еще тут 3 навербованных, я так понимаю. Даут, но он не может достроить этот замок, там уже все плохо. Еще монахи, еще конверты. И как нуб коллапсирует, не знаю, 10 лимита. Но согласитесь, ну все, это ГГ резайд.
Покажет ли нам сейчас статистику? Опа, погнали смотреть. Раньше так показывается. Даут убил больше юнитов. Даут убил 80 зданий. Здесь у нас золота было много больше даут, но всех остальных ресурсов, конечно, скога. Это понятно. Час 24 шла игра. Замка 5 на 3. 9500 принесли золото. Релики. Даут решил не ставить ни одной ратуши. Просто слил их всех. Спокойно сыграл и проиграл первую карту. Потом он это Best of 3 выиграл. 2-1 сыграл, победил. Прошел дальше. Сыграл красавчиком, но это уже совсем другая история. Как вы думаете, ребята, стоит ли мне такой формат тоже продолжать? Мне бы хотелось показать какие-то легендарные действительно игры. Возможно, в таком формате, где не идеально, да, старая статистика, старая это, но зато какие мы игры видим. Даут и чудо, это не кликбейт. Это было. Так что обязательно пишите, понравилось, хотите ли вы еще, чтобы я понаходил таких тем. Ну и до новых встреч.